История эфирной цивилизации Арктуриан. Появление ангелов на Земле. Арктурианская цивилизация, таинственная и многогранная, является собой один из самых загадочных аспектов Вселенной. Их существование не ограничивается физической реальностью, они проявляются в эфирных и духовных сферах, часто воспринимаемые людьми как ангелы или другие духовные сущности. Однако их цель и роль в эволюции человечества гораздо глубже и сложнее, чем просто помощь в трудные моменты. Основная цель Арктуриан — это служение. Однако это не служение в традиционном смысле, а скорее поддержка и помощь в развитии сознания других существ, особенно тех, кто живет в более плотных и ограниченных реальностях, таких как Земля. Они служат не только как учителя, но и как пример-образец того, каким может быть будущее для человечества. Они представляют собой идеал, который указывает путь и помогает раскрыть скрытые потенциалы. Арктурианская энергия по своей природе магнитна. Она имеет уникальную способность привлекать и активировать положительные потенциалы в индивидуумах и в сообществах. Это проявление интеграции с глубинами бытия, которое всегда стремится к гармонии и эволюции. Арктурианцы не просто направляют, они живут как пример того, как можно стать единой целой сущностью, как цивилизация и как отдельные индивидуумы. Эта энергия раскрывает и объединяет, воздействуя на сознание через любовь и понимание, что все формы жизни связаны. Когда человечество пройдет через свой процесс эволюции, его конечной целью будет достижение состояния нефизичности не только на уровне тела, но и на уровне сознания. Идеальная цель Арктуриан заключается в том, чтобы люди достигли осознания, схожего с их собственным состоянием коллективного сознания, в котором каждый элемент находится в гармонии с целым, а индивидуальные интересы перестают существовать отдельно от общего блага. Однако для того, чтобы эта эволюция произошла, необходимо руководство. Арктурианцы понимают, что в развивающихся физических мирах, таких как Земля, существует множество барьеров, мешающих духовному прогрессу. Эти барьеры могут быть как внутренними, так и внешними, от ограничений сознания до низких вибраций, присущих физическим формам жизни. Поэтому арктурианцы выбрали существование на Земле, чтобы быть проводниками и наставниками для тех, кто готов воспринимать более высокие вибрации и научиться взаимодействовать с ними. Служение арктурианцев, как сущностей из высших реальностей, имеет особую природу. Они не вмешиваются в физический мир напрямую, но их присутствие ощущается через архетипы ангелов, архетипы проводников, которые приходят в моменты кризиса, в момент растерянности и поиска пути. Их вмешательство может проявляться в виде невидимого вдохновения, которое направляет человека на верный путь, когда он находится в тупике или на распутье. История эфирной цивилизации Арктуриан не ограничивается временем или пространством, как мы их понимаем. Их связь с Землей и с человечеством началась еще с момента первого притяжения их энергии в область звезды Арктур. Это было время, когда их существа начали осознавать, что миры, подобные нашему, в силу своей плотности и ограниченности, могут столкнуться с необходимостью помощи извне. И эта помощь пришла в виде архетипов, которые мы сегодня воспринимаем как ангелов. Многое в нашей истории, в том числе и наши мифы о небесных существах, имеют свои корни в этих контактах. Арктурианцы, с их высокой духовной природой, решили, что их задача — это служение, но не вмешательство. Они поддерживают нас не путем принуждения, а через освещающие нас знания, вибрации и любовь, которые позволяют нам самому открывать путь к истинному просветлению. Именно через этих невидимых проводников мы можем начать понимать, как возможно существовать в гармонии с самим собой и с Вселенной.
The history of the etheric civilization of the Arkturians, the manifestation of angels on Earth. The Arkturian civilization, mysterious and multifaceted, is one of the most enigmatic aspects of the universe. Their existence transcends the physical reality, manifesting in the etheric and spiritual realms, often perceived by humans as angels or other spiritual beings. However, their purpose and role in the evolution of humanity are far deeper and more complex than merely offering assistance in times of need. The main purpose of the Arkturians is service. However, this is not service in the traditional sense. It is more about supporting and aiding the development of consciousness in other beings, especially those living in denser and more limited realities, such as Earth. They serve not only as teachers but also as examples, representing the ideal future for humanity. They embody the ideal, showing the path and helping to unlock hidden potentials. Arkturian energy is inherently magnetic. It has a unique ability to attract and activate positive potentials in individuals and communities. This manifestation of integration with the depths of existence always strives for harmony and evolution. The Arkturians do not just guide, they live as an example of how one can become a unified entity, both as a civilization and as individual beings. This energy reveals and unites, influencing consciousness through love and the understanding that all forms of life are interconnected. As humanity progresses through its evolutionary process, its ultimate goal will be to achieve a state of non-physicality, not only at the level of the body but also at the level of consciousness. The ideal goal of the Arkturians is for people to reach an awareness similar to their own, a state of collective consciousness, where each element is in harmony with the whole, and individual interests no longer exist separately from the common good. However, for this evolution to take place, guidance is needed. The Arkturians understand that in developing physical worlds, such as Earth, there are many barriers hindering spiritual progress. These barriers can be both internal and external, from limitations of consciousness to the low vibrations inherent in physical life forms. Therefore, the Arkturians chose to exist on Earth, to be guides and mentors for those who are ready to perceive higher vibrations and learn to interact with them. The service of the Arkturians, as beings from higher realities, has a special nature. They do not intervene directly in the physical world, but their presence is felt through archetypes of angels, archetypes of guides, who appear in moments of crisis, confusion, and searching for a path. Their intervention may manifest as invisible inspiration, which directs a person to the right path when they are at a crossroads or in a state of uncertainty. The history of the Arkturian etheric civilization is not limited by time or space as we understand it. Their connection with Earth and humanity began when their energy was first drawn to the area of the star Arcturus. This was a time when their beings began to realize that worlds like ours, due to their density and limitations, might face the need for assistance from other realms. And this assistance came in the form of archetypes, which we now perceive as angels. Much of our history, including our myths about celestial beings, has its roots in these contacts. The Arkturians, with their high spiritual nature, decided that their mission was service, but not intervention. They support us not through coercion but through enlightening knowledge, vibrations, and love that allow us to discover the path to true enlightenment on our own. It is through these invisible guides that we can begin to understand how it is possible to exist in harmony with ourselves and the universe.